Почему HYBE внезапно открыли свой голос после возвращения Тэхёна в Корею? Что стоит за неожиданным объявлением о том, что Чингук и Тэхён снова будут вместе? Что на самом деле происходит за кулисами? Узнайте скрытые секреты этой длинной истории. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, если хотите узнать больше. О чем на самом деле думали HYBE, когда наконец произнесли слова, которых ждали миллионы поклонников по всему миру? Почему сразу после возвращения Тэхёна в Корею они решили объявить о том, о чем молчали месяцами? Это просто совпадение. Или за закрытыми дверями происходит что-то гораздо большее, более сложное и эмоциональное? Для большинства людей все началось как обычно, но не для армий по всему миру, которые затаили дыхание в ожидании официальных новостей. Аэропорт Инчхон, который обычно является лишь молчаливым свидетелем ухода корейских знаменитостей, в тот день словно застыл. Фанаты, ждавшие с рассвета, внезапно замолчали не из-за усталости или задержек, а потому, что что-то почуяли неладное. Камеры журналистов, фанатов и даже просто прохожих были устремлены на одну фигуру, только что вышедшую из международного терминала. Тэхён вернулся. После нескольких дней за границей, связанных с проектом, о котором никогда не рассказывали подробно, он наконец вернулся на родину. Но удивительным было не только его возвращение, но и выражение его лица. Глаза были пустыми. Тело выглядело усталым. Но было одно, чего он не мог скрыть, как будто что-то давило ему на грудь, что он пока не мог показать. Фанаты, которые раньше следили за каждым движением Тэхёна, сразу почувствовали это. В нем было напряжение. Что-то не то. Он помахал рукой, слегка улыбнулся, но не было привычного эмоционального взаимодействия. Не было привычного выражения радости, когда он видел, как его приветствуют фанаты. И самое поразительное, Чингука рядом не было. Сети мгновенно заполонили вопросы. Где Чингук? Почему он не забрал Тэхёна, как обычно? Что-то случилось, пока они были порознь. Но прежде чем дикие слухи распространились дальше, кое-что неожиданное произошло с группой, которая, как известно, была самой неохотной в общении. HYBE менее чем через 2 часа после того, как Тэхён покинул аэропорт, опубликовали на своем официальном аккаунте краткое, но шокирующее заявление. Предложение было коротким, но эффект среди армий был подобен землетрясению магнитудой 9 баллов. Мы можем подтвердить, что в будущем Чингук и Тэхён будут проводить кое-какие мероприятия вместе. Подробнее мы объявим позже. Никаких объяснений, никаких подробностей, только одно предложение. Но именно из-за этого любопытство общественности достигло пика. Почему сейчас? Почему после месяцев распространения слухов HYBE наконец-то решили высказаться? И почему заявление было сделано всего через 2 часа после возвращения Тэхёна в Корею? По мере распространения этой новости начали появляться различные теории и домыслы. Некоторые говорят, что это своего рода примирение после того, как их отношения стали напряженными. Другие считают, что это всего лишь рекламная стратегия для нового проекта. Но самым шокирующим стало заявление одного из старших сотрудников HYBE, который неожиданно раскрыл секретную информацию в интервью. Вы не представляете, насколько сильное напряжение внутри. Дело не только в проекте или графике. Это чувство, которые они не могли выразить публично. Это заявление изменило ход разговора с профессиональных слухов на нечто гораздо более личное. Более того, некоторое время назад появились видеозаписи зарубежных концертов, на которых Чингук случайно упомянул имя Тэхёна, исполняя сольную песню. Тогда ARMY сочли это милой спонтанностью. Но после всего этого видео, похоже, свидетельствует о гораздо более глубоком смысле. Сам Тэхён не делал никаких заявлений, но за его передвижениями внимательно наблюдали. На следующий день после возвращения его видели в той же студии, что и Чингук. Камеры не могли попасть внутрь, но вид их припаркованных рядом автомобилей вызвал невероятный всплеск эмоций. СМИ начали ощущать, что это было нечто большее, чем просто официальное заявление. Чувствовалось внутреннее напряжение. Невысказанная тоска.
И, возможно, за кулисами шла борьба, гораздо более эмоциональная, чем когда-либо представлялась публике. С другой стороны, Чингук последние несколько дней не появлялся на публике. Его аккаунты в социальных сетях также не были активны. Но несколько сотрудников, утверждавших, что работают в репетиционной студии BTS, подтвердили, что голос Чингука был слышен, когда он пел песню, текст которой был очень личным. В одном из утекших текстов было: «Я ждал у двери, но ты так и не постучал». Эта фраза мгновенно стала вирусной. Многие связали ее с текущей ситуацией. В этих условиях стало известно, что заявление HYBE стало результатом длительных переговоров между руководством, креативным персоналом и даже самими участниками BTS. За несколько дней до возвращения Тэхёна в Корею состоялось внутреннее совещание. Один из источников упомянул, что встреча длилась более 4 часов и была отмечена спорами, вплоть до слез. Кто именно плакал, не уточняется, но точно известно, что результат был принят не всеми сторонами. Чингук и Тэхён снова будут вместе в публичном проекте. Однако что именно подразумевается под «снова вместе»? Будут ли они выступать как дуэт? Это просто промо-акция? Или это начало чего-то большего? Того, чего фанаты ждали долгое время, но что всегда скрывали из профессиональных соображений? Ситуацию еще больше усложняет неоднозначная реакция фанатов. Некоторые считают это хорошей новостью. Они называют это триумфом любви, единения и настоящей дружбы. Но есть и те, кто сомневается в искренности этого заявления. Они опасаются, что это всего лишь пиар-стратегия, призванная остановить разросшиеся домыслы. Один фанат даже написал на одной из платформ: «Мы знаем, что вы, ребята, больше, чем просто артисты. Вы люди с чувствами. Не скрывайте свои раны за сценой». Эта фраза была перепощена тысячами раз, словно это был коллективный голос тех, кого не удовлетворило одно лишь заявление HYBE. Больше всего поразило отсутствие голоса самого Чингука. Он известен своей непосредственностью, открытостью и готовностью показывать свои эмоции. Но теперь, когда мир хочет узнать, что на самом деле произошло между ним и Тэхёном, он выбирает молчание. Является ли это молчание проявлением самоуверенности? Или это просто знак того, что он не готов столкнуться с тем, что произойдет дальше? Но среди всей этой неразберихи и домыслов появилась фотография, которая потрясла публику. Фотография была сделана кем-то с верхнего этажа здания студии. Там, перед входом в студию, лицом друг к другу стояли две фигуры, похожие на Чингука и Тэхёна. Непонятно, о чем они говорили, но одно можно сказать наверняка: они оба казались неподвижными, словно время остановилось только для них. Через несколько секунд один из них, предположительно Чингук, раскрыл объятия и молча обнял стоявшую перед ним фигуру. Это знак мира? Или это просто эмоциональное объятие перед объявлением важного решения? Эти вопросы продолжали заполонять социальные сети, разделяя общественное мнение и создавая напряженную атмосферу, которая не собиралась спадать. Теперь все ждут не просто объяснений, а честности. Не просто разъяснений, а признания. Но одно можно сказать наверняка: после слишком долгого молчания, после слишком большого количества слухов и после слишком долгой и мучительной дистанции HYBE наконец-то сказали: Чингук и Тэхён снова будут вместе. И с этой фразой все изменилось, но никто не может толком объяснить смысл этих слов. «Снова вместе» — два простых слова, которые содержат тысячи возможных значений, миллионы нераскрытых эмоций и долгую историю, полную любви, ран, вопросов и жертв, неизвестных широкой публике. Все начали гадать, пытаясь собрать пазл из кусочков мгновений, разбросанных по годам. Из взглядов на сцене, из постепенно исчезающих улыбок, из маленьких моментов, которые раньше воспринимались как должное, а теперь вдруг кажутся наполненными смыслом. Некоторые зоркие фанаты заново открыли для себя старые записи, пытаясь прочесть язык их тела во время совместных выступлений. Некоторые говорят, что они начали держать дистанции еще в начале этого года, но другие настаивают, что все начало меняться после международного концерта Японии, когда Тэхён, казалось, смотрел на Чингука дольше обычного, а затем внезапно опустил голову и быстро вытер лицо.
Тогда это считалось мелочью, но сейчас этот момент ощущается как безмолвный взрыв, наконец-то нашедший свое отражение. В разгар интернет-шумихи бывший член съемочной группы, работавший с ними во время мирового тура, тайно отправил сообщение альтернативным СМИ, известным своими эксклюзивными материалами о кей-поп-индустрии. Сообщение было коротким, но заставило любого, кто его прочитал, сглотнуть. Если бы вы знали, почему они наконец-то воссоединились, вы бы не переставали плакать. Никакой дополнительной информации. Никакого подтверждения. Но одного этого предложения было достаточно, чтобы породить тысячи домыслов, каждый более напряженный, чем предыдущий. Тем временем за толстыми стенами штаб-квартиры HYBE, как сообщается, царило нешуточное внутреннее давление. Журналист-расследователь, знакомый с внутренними источниками, рассказал, что решение воссоединить Чингука и Тэхёна на самом деле обдумывалось давно, но всегда сдерживалось неразрешенными эмоциональными факторами. Не было указано, чьи именно эмоции были неразрешенными, но многие сразу связали это с чувствами, которые долго скрывались, не только от публики, но, возможно, даже друг от друга. Некоторые говорят, что Тэхён попросил побыть наедине, прежде чем наконец решился снова заниматься совместными делами. По сообщениям, он чувствовал, что сначала должен исцелить что-то внутри себя, прежде чем снова оказаться рядом с Чингуком. Что на самом деле произошло в душе Тэхёна в то время, до сих пор остается загадкой. Но его возвращение в Корею без улыбки, без воодушевления и без Чингука рядом создавало сильное впечатление, что процесс исцеления на самом деле не был завершен, или, возможно, только начался. Через несколько дней после публикации заявления HYBE не последовало никаких дальнейших действий, никаких дополнительных разъяснений. Но внезапно на официальном сайте HYBE появился 17-секундный тизер. В ролике были показаны два силуэта, стоящие спиной к камере посреди пустой и темной сцены. Звук дыхания был отчетливо слышен. Затем тихий голос прошептал: «Дело не в том, что мы не поприветствовали друг друга. Просто мы слишком сильно скучали друг по другу, чтобы разговаривать». Никакого имени, никаких объяснений, но кто же еще это мог быть? Видео мгновенно стало главной темой в трендах за считанные минуты. Посыпались тысячи комментариев, одни с недоверием, другие со слезами на глазах. Даже некоторые южнокорейские знаменитости поделились видео без подписей, словно испытывая то же эмоциональное давление. Одна известная актриса написала: «Я не знаю, что происходит на самом деле, но если дело в любви и смелости признаться в этом, я их поддерживаю». Ситуация накалилась, когда популярное ток-шоу объявило, что в ближайшие 2 недели выйдет специальный выпуск под названием «Воссоединение», в котором, как говорят, два легендарных айдола наконец-то согласятся сесть рядом и поговорить без сценария. Все сразу поняли, о ком идет речь, хотя их имена так и не были названы. Билеты на предварительную запись шоу были распроданы за 5 минут, а цена перепродажи достигла миллионов, даже для мест в заднем ряду. Но за всей эйфорией и предвкушением скрывалось и беспокойство. Некоторые давние фанаты опасались, что все это лишь масштабная стратегия по восстановлению имиджа или отвлечению внимания от более важных проблем. Некоторые обвиняли HYBE в манипулировании общественными чувствами ради наживы. «Мы не хотим, чтобы нам давали надежду, а потом снова причиняли боль», написал один из фанатов на международном форуме. Если это не их искреннее желание, лучше не принуждать их к этому. Тем временем появились слухи, что во время перерыва Чингук просил разрешения выпустить личную песню, написанную специально для Тэхёна, но руководство отказало. Говорили, что песня слишком эмоциональная и способна разбередить старые раны. Но фрагмент просочился в сеть, и самым вирусным куплетом стало: «Ты ушел не потому, что не любил меня, а потому, что не мог видеть, как я люблю тебя одного». Эта фраза уничтожала всех, кто ее читал, особенно тех, кто считал, что отношения между ними были чем-то большим, чем просто деловыми. С другой стороны, Тэхён снова стал активным в социальных сетях. Но каждая его публикация имела смутный смысл. Он опубликовал фотографию сумеречного неба с подписью: «Я все еще здесь». Затем последовала еще одна публикация, размытое фото человека с микрофоном в студии. Силуэт напоминал Чингука.
Мнения фанатов разделились. Некоторые посчитали это сигналом к тому, что они снова вместе в студии, в то время как другие посчитали, что это просто визуальный ход, чтобы повлиять на общественное мнение. Несмотря на это, напряжение продолжало расти. Все ждали прямого признания от самих Чингука и Тэхёна. Ни официальных заявлений, ни через посредников менеджмента, а из их собственных уст. Честно, искренне и без цензуры. Но до сих пор оба молчали. Лишь на пятый вечер после объявления HYBE кто-то просочился в прессу, что дуэт вступил в период интенсивных репетиций к секретному выступлению, которое должно было стать самым трогательным признанием за всю их карьеру. Место проведения держалось в секрете. Даже персоналу пришлось подписать суровое соглашение о неразглашении NDA. Но один из членов команды, которого случайно услышали на фоне прямой трансляции, произнес два слова, которые заставили тысячи людей содрогнуться. Они держатся за руки. В этот момент любопытство стало неудержимым. Весь мир теперь был сосредоточен на одном, не только на том, появятся ли они вместе, но и на том, настал ли тот момент, когда они наконец скажут свою правду. О том, что произошло на самом деле. О том, что было скрыто от миллионов глаз. О правде, которая была похоронена слишком долго. А когда наступила шестая ночь, атмосфера оказалась гораздо более напряженной, чем кто-либо мог себе представить.